Йо, чё как, народ? Мой режим сна просто отвратителен. Честно вам скажу, я не помню, когда в последний раз я активно жил по режиму нормального человека. Вот есть талант у людей засыпать по указке. Я видела лишь, как это делает моя бабушка. Такое чувство, будто такие люди не теряют время и спят каждый раз, когда моргают. Мне же нужно провести довольно много времени в кровати вместе с мыслями, обдумать, сколько же крутых вещей, которые я мог сделать сегодня, но не сделал. Например, почему я сегодня не стал брокером с Уолл-стрит, а просто был человым пареньком. Или представлять крутой сюжет, где я становлюсь успешным и богатым, но в какой-то момент мой контроль ослабевает, и все начинают делать сальто. И все это, чтобы наконец-то уснуть. В целом, мой режим каждый раз сбивается на часа так 2, и так было еще со школьных времен. Я не спал до ночи, играя в какой-нибудь сам, просыпался убитым в 7 утра, но теперь мне не нужно никуда вставать, я досыпаю все упущенные часы. И вот так проходит мой круг ада, каждый раз прибавляя 2 часа к отправке ко сну, я перехожу от дневного режима в ночной, а иногда я наоборот его ломаю в ночной, чтобы делать ролик всю ночь прямо до выкладки. И скорее всего в этот раз будет так же. Но если мне нужно быстро выбраться из ночного режима, я начинаю ужаснейший план капкан. Ребят, давайте сегодня потянем. Помидоры, говно! Слушайте, а давайте. Надо восстановить режимчик уже. На самом-то деле. А ты что думаешь? Пацаны, мы должны дать обещание, что мы не сдадимся, мы не уснем, мы никогда, мы будем тянуть до конца, ребята, мы должны это сделать. Если бы я работал где-нибудь, думаю, я бы давно уже страдал бесконечными бессонницами, ибо любил крепкое кофе. Но даже сбивая режим, я сплю как убитый, мне очень нравится спать. Я главный фанат находиться в пустоте, потому что ложусь я всегда, когда действительно уже хочу спать, насмотревшись тиктоков про... Но был момент в моей жизни, когда я дошел до того, что буквально боялся уснуть. Это была зима 20-го ковидного года, где у меня случилась паничка во время очередного восстановления режима. Тогда я вообще не знал, что это, я, как и все, думал, что я просто умираю. Мой разум затуманило, все стало более контрастным, а сердце билось сумасшедшим образом. Я просто лежал и думал, что это мой конец. Боже, я больше никогда не буду играть так много в игры, и Хаватя, стой на еду, только дай мне еще немного пожить. У вас новое сообщение. Что там? Очередная клятва от чела, который снимает детские травмы. А, это то, что в детстве плакал в подушку и клялся больше не материться, не играть в игры, не курить, не есть кирешки и больше не просить меня ни о чем. Да, это он, что вы думаете? Черт возьми, я верю ему! О! А еще с наступающим вас Новым годом можете провести его в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь в моем телеграм-канале. Вскоре, как и у всех, атака прошла, и я начал яростно гуглить, что это вообще было. Да, это была паническая атака. В тот день я не мог уснуть. Каждая моя попытка оборачивалась тем, что меня просто выкидывало с сервера, а сердце начинало ужасно биться. В ту ночь я поспал часа так 3 и поехал в больницу чекать, что это. Я прочекал сердце, потому что в детстве у меня были некоторые траблы с этим. Было страшно, что это что-то связанное с ним, но нет. Как мне сказали, я был в полном порядке, разве что у меня есть аритмия, типа мое сердце не особо ловит бит, но вообще пофигу. И вот мне поставили диагноз вегетососудистая дистония. Если что, наши врачи такое говорят 50% челов, у которых случились панические атаки ночью. Так что точно почему это произошло, я все еще не знаю. Длились они примерно недели 2, со временем организм плюс-минус адаптировался, и самое главное, за это время я понял, что это не смертельно. Думаю, такой настрой помог мне в итоге полностью от них избавиться. Но есть один прикол, который все еще остался, и он был именно во время паничек. Каждый раз меня выкидывало в панике именно тогда, когда я входил в медленную фазу сна из-за очень навязчивых мыслей и образов. Я долго пытался описать Гуглу, что это вообще такое. Все, что я нашел, это гипногогические галлюцинации, но самостоятельно я себе, естественно, ничего ставить не буду. В тот период было очень стрёмно от того, что я был как бы во сне, но и наяву. Но я говорю вообще не про осознанный сон. Я не мог там свободно двигаться, а лишь наблюдать за картинками, которые мне показывает подсознание, а они просто какие-то шизоидные. Все эти образы были жутко реалистичными, будто часть моего мозга все еще могла анализировать их и задавать вопрос, что это вообще за фигня мне сейчас показывается. Я думал, я взял билеты на Дэдпул и Росомаха, бро. Как, например, в один из дней я жестко задротил форт, пошел поздно спать, и в итоге в этой фазе сна я как будто наяву смотрел на то, как я играю в форт. Я не знаю, как это правильно описать, как будто мои глаза открыты, и я вижу образы намного четче, чем в обычном сне. Я вижу, как двигается моделька, я ощущаюсь, как я строюсь в этой игре, как я стреляю, как нажимаю кнопки. Я ощущаю все, я ощущаю, насколько же я дерьмовая игра. Тем временем у меня постоянно в голове какие-то голоса, которые повторяются, как заевшая пластинка. Знаете, я бы это сравнил со снами при температуре 38 градусов, когда вы пытаетесь во сне выстраивать какую-то логическую цепочку, но она звучит примерно как: отель, жевать, окно, и поэтому диван сейчас квадратный, кто не согласен? Мы согласны, все верно.
Ну, по крайней мере, эти парни со мной согласны. И во сне вы в это верите, и от этого как-то пипец некомфортно, будто тело изворачивает от слома логики. И вот у меня было так же, только все эти образы будто еще более осознанные. Я сплю, но мои глаза как будто не закрыты. Блин, на самом деле я сейчас слушаю это, и я понимаю, что какие-то прошаренные челы в комментах по-любому напишут какие-то страшные вещи. Типа у меня реально какая-то шиза или что-то вот вроде. И в итоге меня выкидывало из сна в панической атаке, и так могло быть несколько раз за ночь, из-за чего я тогда очень плохо спал. Я засыпал только тогда, когда был настолько уставшим от этих выпадов, что мое тело пропускало все фазы и просто отрубалось. Это продлилось недели 2, после чего они прошли сами по себе, и слава богу, я думаю, я мог бы сойти с ума, если бы это сейчас продолжалось до сих пор. Я все еще анализирую, почему со мной это вообще приключилось, и я все еще не вижу четкой причины. Единственное, это накопленный стресс по ютубу, но я никогда его не ощущал. Всегда казалось, что мне пофигу, но внутри МБ какие-то там переживания копились. Если что, в сценарии тоже МБ написал. Ай, батя, дебил. Это был единственный период, когда я мог скачать с кровати. Во время кошмаров у меня никогда такого не было, даже в детстве, или я этого просто не помню. В моей жизни мало что происходит, поэтому мне вообще ничего не снится, просто бесконечная тьма. По крайней мере, я так раньше думал, пока не проснулся посреди ночи из-за ремонта соседей. И только прервав свою основную фазу сна, я понял, что мне действительно все еще снятся кошмары. Просто, видимо, мне достаточно пофигу на них. Пока во сне другой я бежит от монстров, я просто человый спящий парень. Вот что вам снится из кошмаров чаще всего? Падение, злые собаки, монстры, может быть, плавание? Меня в детстве чаще всего пугали маньяки, фотороботы, которых постоянно развешивали у нас в поселке, а в темноте моей комнаты постоянно чудились гномы, которые подглядывали за мной из дверного проема, где вместо двери у меня всегда были вот эти штуки. Что это и зачем? Нахуй не нужно. Объявление маньяков было повсюду, даже на нашем заборе все было обклеено. Самый первый сон в жизни, который я помню, происходил в автобусе. Я возвращался со школы, как и обычно, обернулся на заднее сиденье, увидел маньяка, отвернулся и надеялся, что он выйдет не на моей остановке. Выйдя и немного пройдя, он пырнул меня и сказал: «Ха, я вышел с тобой, а ты думал?» А я так и думал. Конец. Или вот такой сон. Я на кухне, звонит телефон, неизвестный номер, я беру трубку. Алло, это я, маньяк. Я умираю. Вообще, мои сны часто достаточно короткие. Например, еще есть сон, где я иду с другом и как-то его подкалываю, типа: «Ну ты дебил». Его лицо становится очень страшным, и он отвечает: «Эй, ты офигел, сам ты дебил». И я снова умираю. Причем моя смерть реально всегда вот такая. Я просто улетаю в небо и растворяюсь. Я не понимаю, что сонник может какой-нибудь нужно прочитать. В целом, все мои сны очень абсурдные, ну и как и у вас. Никаких открытий там не было. Мне мог присниться новый элемент таблицы Менделеева. А приснилось то, как я с Джейми Нейтроном прячусь от крика из очень страшного кино, или то, как я и Кузя из универа вставляем позвонок деду, который вез нас на маршрутке по пустыне. В детстве с другом нам всегда нравилось обсуждать, что нам снилось, обсуждать осознанные сны, что бы мы сделали, если бы туда попали. И за всю свою жизнь я попал в осознанный сон всего лишь один раз, причем неосознанно. Он выглядел так. Это был какой-то пустой ночной клуб, играла музыка, там стоял Паша, мой кореш из универа. Я подошел к нему и сказал: «Что ж, мы сейчас во сне». Он сказал: «Да, брат, я знаю». А потом я использовал все свои возможности и создал желтый КамАЗ, который силой мысли увеличивал и уменьшал. Да, это была моя первая и последняя возможность попробовать осознанный сон. А когда засыпаю, кстати, на фоне я пробую всякие разные штуки. Как-то раз Крабан сказал, что вообще засыпает под шум обогревателя. Что ж, это странно. А я попробовал, и мне понравилось. Правда, я скорее бы это ассоциировал со звуком автобуса, где тоже было в кайф поспать, пока твоя щека бьется об стекло. И все-таки, какие бы ни были у меня проблемы со сном, я реально люблю спать, и зная, какая большая в наше время эта проблема, я достаточно удачлив и считаю, что вообще легко отделался. Серьезно, ребят, я понимаю, что поиграть всю ночь в новый компетитив помойку с друзьями — это святое, но главное таким образом не дойти до настоящих проблем со сном, которые будут только усугубляться. Спасибо за просмотр, мужики и женщины. Ну реально, не забудьте лайк сюда влепить. Времена непростые, замедление там, все такое. Ну и пишите вообще, что думаете про сны, панички, поразгоняйте там. А я позже приду и почитаю. Ну и впаду в тильт от всего, что вы там напишите мне. Вот и все. Чего?